Несколько минут назад, в день своей свадьбы, трагически погибла российская певица и актриса. Жених приехал к невесте, чтобы забрать ее, но в квартире обнаружил лишь тело певицы. Обезумевший от горя жених попытался реанимировать ее и вызвать скорую помощь. Чудо не случилось, и невесту спасти не удалось. Следствие уверено, что в деле замешана свекровь, и она косвенно помогла уйти невесте на тот свет. Молодая 22-летняя певица вышла замуж по любви, без корысти, за одного из зрителей на своем концерте. Ей приглянулся шатен с серыми глазами, который весь концерт стоял в стороне и застенчиво смотрел на нее. После выступления он неожиданно пригласил ее на ужин в ресторан. К концу вечера выяснилось, что парень вовсе не крутой бизнесмен, а обычный деревенский парень, который копил деньги полгода, чтобы сводить свою любимую певицу в ресторан. Девушке понравилась честность молодого человека, и у них завязались романтические отношения. Подруги отговаривали ее, уверяя певицу, что ее избранник ей не пара. Однако девушка была влюблена, увезла парня из деревни и помогла устроиться на хорошую работу. Молодые подали заявление в ЗАГС, и певица пригласила близких мужа к себе домой. Будущая свекровь привезла кучу домашних запасов, чтобы как-то порадовать невесту сына. Соленые огурчики, что может быть прекрасней. Только банка была бомбажной и, видимо, хранилась не один месяц. Певица была уже в положении, и ее тянуло на солененькое. Поэтому она с удовольствием опустошила целую банку. Примечание: ботулизм – это опаснейшее инфекционное заболевание, которое вызывается спорами домашних животных и консервированных домашних запасов, например, деревенское молоко, маринованные огурцы и грибы. Чаще всего этим заболеванием страдают люди, живущие в сельской местности. При попадании спор в организм выделяется сильнейший яд. Если вовремя не сделать промывание желудка и не принять противоядие, возможен летальный исход. Так как певица была в положении, такие симптомы, как тошнота, потеря мышечной силы, слабость, все связывались с беременностью. Лишь при вскрытии было обнаружено, что девушка погибла от заболевания ботулизм. В возрасте 22 лет, прямо в день своей свадьбы, трагически ушла из жизни молодая российская певица и актриса, теле- и радиоведущая Капинина Анна.